Всем привет, меня зовут Влада и добро пожаловать на мой канал. Некоторые уже долгое время ждали от меня это видео и наконец-то я его сделала. Сегодня я вам покажу 5 классных идей для завтраков и надеюсь, они вам очень понравятся. Для некоторых из вас эти рецепты скорее всего будут не в новинку, но я надеюсь, что все-таки для кого-то я смогу открыть сегодня что-то новое, а возможно даже вдохновить, и завтра вы приготовите и побалуете себя чем-то вкусненьким. Так что я предлагаю просто начинать. Хлебушек, авокадо, яйцо, сыр, помидорка и тостер. Чтобы не тратить время, сразу набираем в небольшую кастрюлю воду и ставим ее на конфорку. Добавляем немного уксуса и соли. Разбиваем в чашку яйцо, и когда вода закипела, ложкой делаю небольшую воронку и выливаю яйцо, но не в серединку, а чуть ближе к краю. Это традиционный метод, на самом деле пашот готовят по-разному, так что попробуйте все варианты и выберите удобный для себя. Засекаем 2-3 минуты и выкладываем яйцо на салфетку, чтобы впитать лишнюю жидкость. Теперь нарезаем хлебушек и отправляем в тостер. Разрезаем авокадо, очищаем половинку и расталкиваем вилкой. Я добавляю обычно немного перца и перемешиваю. Нарезаем сыр и помидор, и все. Когда наши тосты готовы, выкладываем их на тарелку. На один из них кладем сыр и сверху наше яйцо пашот. Второй мажем пастой из авокадо и выкладываем сверху нарезанные дольки помидора. В конце я посыпаю яйцо орегано, а помидорки немного солью. И все вот так вот просто, но поверьте, это безумно вкусно, так что советую вам обязательно попробовать этот рецепт. Банан, клубничка, малинка, голубика, кокосовое молоко и блендер. Рецепт очень легкий, просто добавляем все наши ингредиенты в чашу. Можно добавлять любые ягоды, которые у вас есть, или любые фрукты. И желательно, конечно, замороженные, тогда получится консистенция щербета, но поскольку у меня были свежие ягоды, то грех было их не использовать. Добавляем молочко. Это что ж такое? И перебиваем. Далее выливаем наш смузи в глубокую миску. Я нарезаю клубничку для презентации. А дальше уже просто можете включать фантазию и презентовать так, как вам нравится. Я использовала те же самые ягоды, что и для смузи, и добавила еще орешки и кокосовую стружку. Самое крутое, что этот завтрак вкусный и полон витаминов и микроэлементов. Опять-таки банан, мука, яйцо, молоко и кокосовое или любое другое масло для обжарки. В мисочку кладу половину банана и разминаю вилкой. Добавляю яйцо, перемешиваю. Добавляю немного молока, я это обычно делаю на глаз, и снова перемешиваю. Добавляю немного муки и, как вы уже догадались, снова перемешиваю. Ставлю сковородку разогреваться и добавляю немного кокосового масла. Уменьшаю немного огонь и готовлю наши первые оладушки. Поскольку они тоненькие, то достаточно 2-3 минут, чтобы их обжарить. Теперь переходим к презентации. Нам понадобятся оладушки, любые ягоды или фрукты и йогурт. Оладушки и ягодки выкладываем на тарелку.
и добавляю несколько ложек йогурта. Вот и все. Опять же, получается очень вкусно, полезно и, главное, быстро. Грибочек, молоко, 2 яйца, мисочка, соль и орегано. Нарезаем грибочек и ставим сковородку разогреваться. Добавляю немного оливкового масла и отправляю наши грибочки обжариваться на среднем огне. Тем временем разбиваю в мисочку яйца, добавляю молоко, я это опять же делаю на глаз, перемешиваю, добавляю немного соли и орегано для вкуса и снова перемешиваю. Когда наши грибочки подрумянились, выливаю наш будущий омлетик и накрываю крышкой. Через несколько минут на одну половинку выкладываю мягкий сыр, а второй накрываю сверху. И все, можно подавать. Я обычно люблю кушать омлет с помидорками и с кукурузными хлебцами. Для многих этот рецепт будет мега простой, но я просто только недавно попробовала омлет с грибами, поэтому для меня это было каким-то открытием. Овсяные хлопушки, молоко, яйцо, банан, как вы могли догадаться, арахисовая паста и мисочка. Добавляю где-то 3 ложки овсяных хлопьев, разбиваю яйцо, добавляю немного молока и все это перемешиваю. Далее ставлю разогреваться нашу сковородку и добавляю кокосовое масло. Далее выливаю наше содержимое и равномерно распределяю по поверхности. Накрываю крышкой и уменьшаю огонь примерно до среднего. Через несколько минут переворачиваю наш овсяный блинчик. И все, буквально через 2 минутки его можно уже выкладывать на тарелку. Далее нарезаю банан и перехожу к наполнению нашего блинчика. Намазываю одну половинку арахисовой пастой, выкладываю кусочки банана и также для вкуса посыпаю кокосовой стружкой и накрываю сверху. Вот и все. Этот рецепт действительно крутой, потому что можно экспериментировать с начинкой и делать как сладкие, так и соленые. Я надеюсь, что вам понравились эти рецепты, и мы вам желаем всего хорошего. Пока-пока! There's only one man clever enough to have perpetrated such a dastardly crime. And I thought you were ready to give up.